Новый год – это время чудес. Сталкер Хантер отправляется в путь на поиски артефакта за 1 000 000 рублей. И нет, это не реклама казино, это сюжет мода «Зимний путь», альтернатива. Спойлер, дружбан Хантера всю игру простоит в железном лесу, ни хрена не делая, и получит долю 400 000 рублей. И еще спойлер, эти 600 000 рублей доли Хантера можно и так заработать, причем гораздо быстрее, чем если следовать сюжету. Я специально выбрал этот мод, потому что давно хотел в него поиграть. Записывать его порой было сложновато, модификация лагала, когда параллельно была включена OBS Studio. Особенно во время обильного снегопада. При переходе между локациями мод вылетал, а квестовые артефакты нельзя использовать, иначе они исчезнут, и придется перезагружать игру. Были и критические баги. В ходе сюжета нам нужно будет поговорить с давним знакомым Хантера, Саней Снайпером. Да только этот квестовый персонаж не бессмертен. Я воспользовался услугой проводников, пришел, а он уже мертв. Пришлось переигрывать, чтобы спасти чувака от мутантов. И о боже, ни в коем случае не вздумайте продавать ему РПГ, иначе тот включит режим камикадзе. Я так и не прошел мод полностью из-за смерти Зулуса на складе Долха. Обычно авторы модов делают квестовых персонажей бессмертными, чтобы избежать софтлока. Но только не автор Зимнего пути. Смертные квестовики, так поставь их в укромное место или на базу, а не на открытую дорогу, где их может сцапать любой мутант. Обозначь их, потому что я хотел убить Ноя по приколу в начале игры, а потом спустя несколько дней оказывается, что он квестовый персонаж. Как-то я бежал от псевдогиганта и других мутантов в тоннель за Градерней, ведь там была типа база чистонебовцев. И я подумал, что мутанты туда не полезут. Но не тут-то было. Полезли и перебили всех чистонебовцев, чья смерть, оказывается, тоже гробит сюжет. Получается, мод карает игрока за малейшее отклонение от сюжета. Пойдешь выполнять допы, не дай бог погибнет квестовик, пиши пропало. Я так и не прошел мод полностью из-за смерти Зулуса на складе Долха. Давний бич модификаций. Их авторы в 95% случаев имеют минимальнейший опыт разработки. Если даже профессионалы допускают ошибки, то чего ждать от новичков? Мы смотрим на картину в целом и понимаем, что стабильных модов раз-два и обчелся, и большинство из них уже давным-давно пройдены. Это, конечно, не оправдание. Сделал мод, так хоть протестируй его полностью, чтобы понять, можно ли его пройти. Не хочешь? Поручи другим. Проведи ОБТ, попроси помощи. В таком виде Зимний путь как мод больше нуля не заслуживает, просто по причине того, что не играбелен. Но я бы и не рассматривал его с точки зрения мода, даже не пытался бы пройти полностью этот дурацкий сюжет. Зимний путь хорош одним – атмосферой зимы. Он идеален, чтобы просто побродить по локациям, выполняя доп-квесты, или поохотиться на новых мутантов, созерцая вот эту зимнюю графику. Зимний путь странный. Тут сталкеры, как будто коля себе дозу адреналина, резко вскакивают, со всей мощи куда-то бегут, а потом стопорятся. И колются, похоже, не только сталкеры. Потешные мишки настолько потешны, что могут быть расстреляны в упор на изичах. Главное бегать от них по кругу, и они сами с радостью пустятся в пляс. Автор изо всех сил пытается сделать Зов Припяти новым, но его подводит нехватка опыта. Реализация хромает. Библиотекари из метро – это, конечно, моветон, но чтобы они падали на землю как шкаф – это что-то новенькое. Подозреваю, что автор не отнес их в категорию Кричес или напутал с материалами. Звук при резании, как для физической модели неодушевленного предмета. Никакой крови. Добавлен новый подвид снорков – болотные твари. Переделан визуал химер на более черный. Зона в Зимнем пути не пытается быть реальной. От медведей можно спрятаться на обычном валуне. От болотных тварей убежать. Хоть это и не всегда легко. Они могут преследовать Хантера по всей карте, раскрывая иное значение слова «сталкер». Библиотекари настолько медленные, будто вместо адреналина укололи что-то сонливое. Я так рассказываю, будто это симулятор торчка, но если глянуть на этот мод с призмы мода, то он таковым и является. Представить не могу, чтобы я 3 минуты дрался на кулаках с Псевдычем. Но тут не всегда и не везде так легко.
Есть ситуации, как на карьере или пепелище, где мутанты готовят Хантеру особый прием. Они навалятся на него всем зоопарком, придет подмога даже с соседних локаций и разорвут в клочья. Чистонебовцы, смерть которых стопорит сюжет, умрут, если побежать прятаться от мутантов к ним. Мутантам плевать на квестовых персонажей и условные сейф-зоны. Они готовы рвать любого, ведь адреналин. Зимний путь ни на что не претендует, кроме как предоставить зимнюю атмосферу. Над остальным автор не сильно заморачивался, поэтому текстуры АЭС на фоне перекрывают игровой мир, будто он прозрачный. Поэтому у Холода обычная жрачка стоит 10 тысяч рублей. В рандомных диалогах сталкеры упоминают персонажей типа Митяя, которые были вырезаны с мода. Да тут даже описание предметов хромает. Я купил экзоскелет долга у торговца рядом с аномальной рощей, потому что в описании было упомянуто, что в экзочем можно бегать. И угадайте что? Наебалово, похлещем соп, бегать в нем нельзя. При этом откуда тут взялся этот торговец? Посреди поля? Тот еще вопрос. Сначала он как угорелый носился от мутантов, ах, эти флешбеки ТЧ. Но затем успокоился, чтобы впарить Хантеру говно за 95 тысяч рублей. Автор мало того, что додумался сделать квестовых персонажей смертными, так еще и допустил ношение оружия на базах, из-за чего возникают вот такие эпичные ситуации. Да только на Янове и Скадовске персонажи бессмертны. Тут, на базе, где на них никто не нападет, кроме Хантера. И это в отличие от важных квестовиков, раскиданных в зонах спавна мутантов. Квестовики типа Зулуса спокойно могут выйти из базы при отстреле зверя, что погубит и их, и сюжет. В моде нет новых локаций, но есть новые точки интереса. В основном это аномальные зоны, электрический столб, жгучий остров, болото. Обозначения на карте расширены. Честно указан восточный канал близ тоннеля, лагерь у аномалии цирк, одинокий остров на севере Затона и другие места, которые в Зове Припяти не были разделены как отдельные локации. Есть сюрпризы для хомячков, порой очень жирные. Как-то я бродил по северу Затона и случайно обнаружил рюкзак в камышах. В нем валялся уникальный арт, яйцо и уникальный комбез. И это не единственная такая нычка в зоне. Вот еще пример. На ВНЗ Круг вообще целая россыпь добра, бери не хочу. Скажете, слишком много лута, но некоторые о его существовании, возможно, так и не узнают. Просто потому, что не будут ожидать хабар в этих местах. Мир Зимнего Пути многогранный. Некоторые локации, которые в Зове Припяти пустовали, превращены в базы. Например, ВНЗ Круг. Тут теперь обитают бандиты во главе с паханом, подозрительно напоминающим Борова. В тоннеле за градернями поселился отряд Чистого Неба. А склад Долга окончательно за долговцами, если их не сожрут мутанты, конечно. На базах непременно присутствуют торговцы. Они непростые, часто торгуют ассортиментом своей группировки. Например, у торговца Свободы в Янове можно купить броню Свободы. У торгаша бандитов на ВНЗ Круг шмотки бандитов. У долговца на складе Долга долговские бронежилеты. И у ченовца в тоннеле за градернями новые варианты чистонебовских костюмов, даже кожаная куртка в бело-синей раскраске. Помимо этого, у некоторых торгашей можно заказать уникальное оружие и броню, как у Шустрого в ЗП. С деньгами в моде проблем нет, так что единственное ограничение – ваше желание. Да и если денег вдруг нет, у торговцев куча дополнительных заданий для заработка. На базах полно квестовых персонажей, у которых можно взять задания. Дополнительных заданий в моде кратно больше, чем сюжетных. Они добавлены даже старым персонажам по типу Гавайца, Локи, Шульги, Бороды, Гонты и остальных. Проблема в том, что большинство доп-квестов это либо забрать чей-то тайник, находящийся за 3-9 земель от игрока, либо кого-то убить, либо найти редкий артефакт. Максимально однотипный, как циклички в ТЧ. Золотой стандарт глухаря, тремора и коряги не соблюден. Ну вот, ученые из бункера. Какое-то новое открытие? Может, аномалия интересная? Нет, вы просто будете на побегушках у них, собирать сканеры в аномалиях.
Причем после каждого подобранного сканера вам нужно возвращаться обратно в бункер ученых, чтобы они выдали новый и сказали, куда идти. Да, в конечном счете терпеливо срубят бабла, не говоря уже о артах. Но как же это хреново реализовано? Ведь легче было бы сразу собрать все сканеры и отнести ученым, а не возвращаться после каждого к ним. Извини, Кардан, ты слишком много бухал с азотом. Чтобы удвоить время прохождения, объекты задания расставлены на максимальное расстояние друг от друга. Но это зов Припяти, можно воспользоваться услугами случайных проводников. Главное, чтобы они были лидерами сквадов, то есть отмечались звездочкой на миникарте, иначе словите вылет. Существенно облегчает бег наличие адреналинов. Эти шприцы можно купить у врачей. С ними главный герой способен мгновенно добежать до любой локи, не помешает только докупить сверху Зорекса, чтобы убрать эффект покачивания. Сюжет в моде для галочки. Хантеру не обязательно встревать во все эти перипетии. Он может стать миллионером и так, ему никто не мешает. Поиск артефактов – основной источник прибыли. Они могут встретиться в совершенно неожиданных местах, как вот в скоплении холодцов у моста Преображенского. А вот тут я собираю огненные арты на жгучем острове, а затем сражаюсь с прибывшим на мой шум псевдомедведем. В аномальных зонах теперь может спавниться чуть ли не до 10 артефактов за раз. Нередки ситуации, когда по одним координатам спавна расставлена сразу пригоршня бирюлек. Поднять несколько сотен тысяч рублей за посещение 5 аномальных зон вполне реально, и Хантеру впору задуматься над этим, чем бегать по тупым поручениям сталкеров. Анекдот про 2 ночные звезды теперь не так актуален. Я находил 3 колобка, 4 пламя за одно посещение. И это именно редкие артефакты, а сколько было всякой мелочи помимо них. В моде есть особые, редкие артефакты. Они часто встречаются в новых тайниках. Профессор Круглов на цехах подстанции дает задание на поиск Василиска. Его довольно легко найти по наводке от бороды. А за это получите 120 тысяч рублей сходу. Считай 5-я часть доли Хантера в сделке со зверем за одно поручение. Тем более после каждого выброса аномальные зоны обновляются, в них появляется куча новых артефактов. Единственное исключение, тянущееся еще с оригинального ЗП, аномальная роща и аномалия Рубец, где артефакты попадаются редко. Несколько раз встречал баг, когда артефакты проваливались под текстуры, но это не критично, учитывая, насколько их много в моде. Если мотивация Хантера заработать, он мог бы легко уйти из зоны через пару-тройку дней пребывания в ней, просто исследуя аномалии. И тут реальные рубли, а не купоны, как в Stalker 2, из-за которых Скиф якобы не мог накопить на дом. Вдобавок ко всему прочему, на локации добавлены новые тайники с уникальными артами, броней, оружием. Вместе с тем, все старые тайники, за исключением тайников Стрелка, сохранены. Это еще большее облегчение для тех, кто шарит за оригинальный зов Припяти. Без хабара вы не останетесь. Возвращены части тел мутантов, как в ТЧ. Их можно продавать всем, даже рандомным сталкерам. Правда, новым мутантам части тел не добавили, либо добавили коряво, как в случае с псевдомедведем, от которого почему-то отрезаем копыта кабана, или как с болотниками их ногами снорка. Тем более обидно из-за отсутствия частей тел мутантов у псевдогигантов, контролеров, бюреров, химер. Есть подозрение, что они могли стоить дорого. Но при такой щадящей экономике это не так уже и страшно. Торговцев предостаточно, аптечек тоже, еды с избытком. Еды тут как в супермаркете. И апельсиновые соки, и плавленые сырки, и различные сорта пива. Толку в этом немного, ибо оригинальной еды и так достаточно. Это куча новых текстур, не более. Я бы даже сказал, что новые медикаменты по типу фиолетовой и зеленой аптечки этому моду тоже не сильно нужны. А вот специальные бинты могут пригодиться. Кровотечение после взрыва в этом моде адское. Любопытный баг. Во время торговли в инвентаре у НПС встречаются предметы, которые нельзя использовать. Гитара, гармонь, рация. Этот баг перекочевал в мод из ЗП, но почему-то здесь встречается особо часто.
Некоторые персонажи обладают уникальным свойством, могут делать селекцию артефактов. Правда, она в Зимнем пути действует по-другому, можно улучшать конкретные артефакты. То есть выводить совершенно новые из имеющихся, как-то скрещивать их, как это было в том же фотографе, не получится. Есть 3 уровня прокачки для каждого арта. Чем выше уровень, тем дороже селекция. И каждый уровень может быть достигнут отдельно от предыдущих. Но так как проблем в моде с бабосиками особо нет, рекомендую выбрать 2 любимых арта и сразу же прокачать их на 3-й уровень. Только посмотрите, насколько имбовым стал колобок. И это ведь касается и других артефактов. Поначалу я думал, что селекцией занимается только Герман, поэтому некоторые редкие артефакты продавал торговцам, о чем потом сильно пожалел. Оказывается, трансмутацией артов занимается также профессор Круглов из цехов подстанции на Затоне, куда я прибыл позже, и старый добрый лесник, встречающийся по сюжету. Но лесник больше мастер по редким артам. Может, еще кого забыл, но общий список артов для трансмутации гораздо больше, чем я представлял его изначально. Геймплей. Сама задумка неплохая, зима в корне меняет геймплей. Теперь вместо воды лед, и противников выдают звуки и треск. Вместо томного эмбиента завывание вьюги, а плотный снегопад не только забирает лишний FPS, но и дезориентирует игрока. Даже на тех локациях, где заведомо никого нет, ты в этом не уверен. Шаги и постукивания на фоне эмбиента заставляют усомниться во всем. Ты уже и не знаешь, это мутант шумит или просто музыка на фоне. Погода зимняя, красивые закаты и восходы. Довольно яркие, как обычно бывает в холод. Но снимешь комбез, и руки Хантера станут фиолетовыми. Аналогии проводить не хочется. От холода Хантер ноги не прокинет, даже если на нем останется легкий свитерок. Это вам не мы, а универсальный боец, подготовленный и закаленный к зиме. Зимний путь теряет в деталях. Но что я точно скажу, хардкор был бы здесь излишним, особенно оглядываясь на то, как реализованы другие вещи. Он бы только породил больше багов. Мне понравился оружейный пак, тут много нового оружия. ПП-2000, Халиль, всевозможные автоматы Калашникова, снайперские винтовки и так далее. Все стволы можно улучшать у техников. Инструментов для улучшения они не требуют. Так понимаю, их уже собрал Дегтярев. Но, конечно, у техников можно взять топ-квест на их поиск. Хотя он не критичен для модифицирования оружия. Есть нюансы. Мутантов лучше валить с дробовиков, гранатометов или гранатами, потому что пистолеты, пулеметы и автоматы против них откровенно слабы. Либо берите снайперку, охотясь на зверье с LR-9000, невольно вспомнил игру Hunter Call of the Wild, да и имя главного героя ей созвучно. На карте, как в ЧН, отображаются сквады нейтралов, но только в определенном радиусе от игрока. И почему-то некоторые из них носят техническое название, как вот этот сквад долго. Удобно. Видишь точку на карте и бежишь к ней, ведь это потенциальный случайный проводник, который может хоть немного, за небольшую сумму, сократить беготню для тебя. Помимо нового оружия, в моде также обновили ассортимент патронов и исходников для них. В трупах повышен спавн гранат. Единственное, что они потихоньку крадут вес, как в Зове Припяти. Но делают это не так часто, как всякие бутылки воды и пива, весящие под килограмм каждая. По геймплею Зимний путь легкий, но может быть сложным под конец, когда нужно противостоять особо опасной группировке сталкеров. Сложен он и на отдельных локациях, где автор переборщил со спавном мутантов. Новые мутанты хоть и тупы, но живучи, а их комбинация особо опасна. Из мелочей в моде поменяли главное меню, добавив зимний арт. Изменили музыку на более подходящую зимнюю. Вместо 100 советов по выживанию в зоне на экране загрузки 100 цитат из сталкерских книг. Возможно, заставит кого-то читать, но не меня. Потому что чтение книг это полная хрень. Поменяли и скрины экрана загрузки. При открытии инвентаря проигрывается звук. Считаю излишним. Вообще население локаций в зоне переработали. Теперь на старых местах можно запечатлеть новых обитателей. Сталкерам добавлены диалоги про истории и анекдоты.
Но что касается историй, они очень скучны и в них много воды. Кроме того, нередки ситуации, когда сталкеры за кострами безостановочно, прерывая один другой, рассказывают анекдоты, и со стороны это выглядит странно. Но хотя, может, виной тому адреналин. А теперь вспомним и другие недочеты. Главный минус мода, что квестовые персонажи смертны, а поэтому сюжет может оборваться в любую минуту. В таких условиях оценка у мода не может быть выше низкой. Другая известная проблема, что телепорт на сгоревшем хуторе почему-то не срабатывает, и пришлось потратить полчаса на то, чтобы вскарабкаться на плато вручную. А ведь это нужно для основного сюжета. Не все текстуры в моде содержат бамп-мапы и лоды, а потому могут рябить на отдалении. Иногда пропадают текстуры окружения, яркий пример – цементный завод. Новые арты, расположенные в тайниках, исчезают, если выкинуть их с инвентаря. У них нету физической модели. Некоторые прицелы не подсвечиваются, даже если они подходят для оружия, как вот Сусад для ЛР. КПК не занимает весь экран, но это скорее минус, выглядит не очень. Особенно бесят вылеты во время переходов между локациями. Мод постоянно вылетает на рабочий стол, захватывая весь экран. Приходится перезагружать компьютер, и это пипец как бесит. Зимний путь явно не для слабых компов. Даже на игровом компьютере со включенным OBS тормозит, особенно при обильном снегопаде. В ходе сюжета бандиты стали моими врагами. На Скадовске сидел Красный Султан. Некоторые двери закрывались сами собою, приходилось использовать колющий удар ножа, правая кнопка мыши, чтобы их открыть. Квестовые арты по типу холодной крови лучше не использовать, пропадут из инвентаря и пиши пропало. Реализация подкачала, хоть задумка интересная. В этом моде есть прикольные идеи, но автору банально не хватило знаний. Перечислять баги этого мода можно долго. Сюжет сломан, мутанты кривые, много вылетов и грамматических ошибок на уровне школьника. Но для нового года игровой мир Зимнего пути наиболее подходящий. Проходить мод не обязательно, он сам запрещает игроку это делать. Но вот побродить и полюбоваться зимними красотами можно. Я начал играть в этот мод летом, первые пробы, и уже тогда понял, что это кандидат на новогодний ютубовский стол. Зимний путь — это именно что зимний. Он погружает тебя в заснеженную сказку, как Lost Planet 3. Но если уж даже в августе я прочувствовал эту зиму, то атмосфера автору явно удалась. Чисто за атмосферу можно поставить этому моду 5 из 10. Но это как аванс. Вы и сами знаете объективную оценку модификаций, которые нельзя пройти. Но из всех зимних проектов эта атмосфера мне зашла больше всего.